Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Воздух в горах перед рассветом всегда кажется хрустальным. Одно неосторожное слово, и он, кажется, рассыплется звонким эхом по ущелью. Для Анны этот запах хвои, мокрого камня и бесконечной свободы был привычен с детства, но сегодня он ощущался иначе, с горьким привкусом прощания. Через 2 дня ее ждал поезд, шумный город и суровый график базовой подготовки в военном училище. Она сама выбрала этот путь, стремясь доказать себе и миру, что стальной характер куется не только в спортзалах, но и здесь, на отвесных кручах родного Кавказа. Этот поход должен был стать финальным аккордом ее гражданской жизни, торжественным «спасибо» горам, которые ее воспитали. Анна поправила лямки рюкзака. Вес был привычным. Мышцы после многолетних тренировок работали как отлаженный механизм. Она планировала дойти до старого ледника к полудню, перекусить и спуститься обратно до заката. План был прост, понятен и безопасен. Но у гор всегда свои планы. Она почти достигла гребня, когда тишину разорвал звук, от которого по спине пробежал ледяной холод. Это не был свист ветра или крик орла. Это был утробный, полный невыразимой боли и ужаса стон, переходящий в высокий, почти детский плач. Анна замерла, прислушиваясь. Звук доносился из-за поворота, где тропа сужалась, огибая зуб дракона. Острый скальный выступ, под которым разверзлась пропасть глубиной в 300 метров. Осторожно, стараясь не шуметь, она приблизилась к краю. Картина, открывшаяся ей, заставила сердце сжаться. На узком, не более полуметра шириной уступе, метрах в 10 ниже основного склона, сидел маленький бурый комочек. Медвежонок. Совсем кроха, рожденный этой весной. Он дрожал всем телом, прижимаясь к холодному камню, и оглашал окрестности тем самым душераздирающим плачем. А наверху, на самом краю обрыва, металась медведица. Она была огромной, ее шерсть стояла дыбом, а из пасти вырывался глухой рык, перемежающийся с отчаянным поскуливанием. Мать пыталась спуститься, но гранитный склон здесь был почти вертикальным. Каждый раз, когда она ставила массивную лапу на край, вниз летели груды щебня и камней, которые едва не сбивали малыша с его крошечного островка безопасности. «О, Боже!» — прошептала Анна. Ситуация была патовой. Медведица не могла достать сына, не обрушив на него скалу. Медвежонок был слишком напуган, чтобы карабкаться вверх. В какой-то момент малыш попытался переступить, его задняя лапа соскользнула, и он с резким криком провалился в узкую расщелину на краю уступа. Он застрял, беспомощно дергаясь, а под ним зияла пустота. Анна понимала, счет пошел на минуты. Если лапа онемеет или он дернется слишком сильно, уступ станет его могилой. У Анны не было с собой карабинов, обвязки или зажимов. Только 10-метровый кусок прочной нейлоновой веревки, который она всегда носила на всякий случай, и непоколебимая уверенность в своих руках. Она достала телефон. Связь была слабой, но одно сообщение ушло. «Мам, пап, я на зубе дракона. Тут медвежонок в беде. Спускаюсь. Люблю вас». Это был ее черный ящик. Если гора заберет ее сегодня, они будут знать, почему она это сделала. Сбросив лишнее из рюкзака, но оставив в нем воду и аптечку, Анна закрепила конец веревки за старый, вросший в скалу корень горной сосны. Медведица заметила ее. Зверь замер, уставившись на человека налитыми кровью глазами. В воздухе повисло тяжелое напряжение.
«Тише, большая девочка, тише». Тихо нараспев заговорила Анна, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Я помогу. Я не обижу его». Она начала спуск, без страховки, полагаясь лишь на трение подошв, а гладкий гранит и силу пальцев. Скала была предательски скользкой от утренней росы. В какой-то момент носок ботинка сорвался, и Анна на секунду повисла на одних руках. Сердце бухало в ушах, как тяжелый молот. «Дыши, Аня, просто дыши. Ты делала это сотни раз на тренировках». С каждым сантиметром она приближалась к уступу. Медведица наверху затихла. Она словно поняла, что это хрупкое существо, последняя надежда ее ребенка. Когда Анна, наконец, спрыгнула на узкий карниз, тот ощутимо дрогнул. Медвежонок зашипел, попытавшись укусить ее, но силы уже покидали его. «Ну все, маленький, все!» Анна присела на корточки, вплотную прижавшись к скале. Она медленно протянула руку. Малыш пах псиной, мокрой шерстью и страхом. Удивительно, но, почувствовав тепло человеческой кожи, он вдруг перестал сопротивляться и буквально вжался в ее ладонь, спрятав нос в складках ее куртки. Его плач сменился тихим всхлипыванием. Лапа медвежонка плотно засела в трещине. Анна осторожно, стараясь не причинить лишней боли, начала раздвигать камни. Пальцы были в крови, ногти содраны, но она не замечала этого. Наконец лапа была свободна. К счастью, кость была цела, пострадали только мягкие ткани. Подняться обратно с 50-килограммовым живым грузом, который в любой момент мог запаниковать, было самоубийством. У Анны оставался только один выход — вниз. До подножия оставалось еще около 15 метров. Она обвязала медвежонка веревкой под передние лапы, соорудив подобие люльки. «Лети, пушистый», — прошептала она, медленно стравливая веревку через плечо. Собственный вес Анны служил противовесом. Боль в плече была невыносимой, веревка жгла кожу даже через одежду, но она видела, как малыш плавно опускается на мягкий мох внизу. Когда веревка ослабла, она поняла — он на земле. Теперь оставалась самая сложная часть — спуститься самой. Спуск без веревки, которую пришлось оставить наверху, привязанной к дереву, превратился в кошмар. Усталость навалилась свинцовым одеялом. На середине пути рюкзак стал невыносимым бременем, он тянул назад, нарушая центровку. Со слезами на глазах Анна скинула его в пропасть, чтобы освободить руки. Когда ее ноги наконец коснулись травы, силы просто кончились. Она сделала несколько шагов к тени раскидистого кедра и рухнула на колени. Сознание поплыло. Тихий шорох заставил ее приоткрыть глаза. Медвежонок, тот самый спасенный, неуклюже подковылял к ней и ткнулся мокрым носом в щеку. Он был целый и, кажется, совершенно не держал зла. Внезапно тень перекрыла солнце. Из зарослей вышла мать. Анна замерла, перестав дышать. Перед ней стоял огромный хищник, способный одним ударом лапы превратить ее в воспоминание. Медведица подошла вплотную. Она обнюхала детеныша, затем перевела взгляд на человека. В этом взгляде не было ярости. В нем было странное, почти человеческое узнавание. Медведица развернулась и ушла в кусты, куда упал рюкзак Анны. Через минуту она вернулась, неся его в пасти. Она аккуратно положила его прямо к ногам девушки. Лямка была надорвана, но внутри сохранилась заветная бутылка с водой. Зверь сел в 5 метрах, словно на караул. Весь тот час, пока Анна приходила в себя,
Маленькими глотками, впитывая жизнь из пластиковой бутылки, медвежья семья была рядом. Голоса спасателей и родителей послышались со стороны тропы через 1,5 часа. Медведица мгновенно насторожилась. Она подошла к Анне, и это могло показаться сном. Слегка коснулась ее ботинка своей тяжелой головой, после чего коротким рыком позвала малыша и исчезла в густой чаще. Когда отец нашел Анну, она просто сидела на траве, глядя на пустой обрыв. «Аня! Живая!» Он подбежал, обнимая ее. «Что тут произошло? Где рюкзак? Ты вся в крови!» «Я просто прощалась с домом, пап», — тихо ответила она. И дом ответил мне взаимностью. Прошли годы. Базовая подготовка, служба, бесконечные командировки и суровые будни сделали Анну той женщиной, которой она всегда хотела стать. Но каждый раз, когда ей казалось, что силы на исходе, что задача невыполнима, а мир вокруг состоит лишь из гладких скал без зацепов, она закрывала глаза. Она вспоминала тепло медвежьего носа и тот невероятный момент, когда дикий зверь принес ей воду. Однажды, уже будучи офицером, она вернулась к зубу дракона. На том самом склоне она увидела крупного медведя, играющего с 2 медвежатами. Он на секунду замер, почуяв ее запах, поднялся на задние лапы и издал короткий, почти приветственный звук, прежде чем увести свою семью вглубь леса.